Всем привет! Сегодня приготовим пасхальный кулич. По этому рецепту он получается очень вкусным, мягким и немного влажным. Сначала подготовим изюм. Берем 250 грамм изюма, моем и заливаем кипятком. Оставляем на 5 минут. Кипятком заливаем для того, чтобы смыть жирный налет на изюме. Горячую воду сливаем и заливаем изюм коньяком. Его можно заменить чаем. Оставляем на 5-6 часов, чтобы изюм напитался влагой. Можно оставить на ночь. Готовим опару. В мисочку крошим 30 грамм спиртовых прессованных дрожжей. Прессованные дрожжи можно заменить сухими, их понадобится 10 грамм. Насыпаем 2 столовых ложки сахара от общего количества сахара. Всего понадобится 300 грамм сахара. Наливаем 100 мл теплой воды. Перемешиваем до растворения дрожжей и сахара. Сюда же насыпаем 3 столовых ложки муки с горкой. Все перемешиваем венчиком до однородной массы. Миску накрываем крышкой и ставим в теплое место примерно на 20-30 минут. Я поставила в холодную духовку и включила лампочку. Опара подошла. Готовим тесто. В миску разбиваем 1 целое яйцо и 4 яичных желтка. Белки позже используем для глазури. Начинаем взбивать и постепенно добавляем оставшийся сахар. Напоминаю, что для рецепта нужно 300 грамм сахара. Из них 2 столовые ложки уже забрали на опару. Сюда же насыпаем 10 грамм ванильного сахара или 1 грамм ванилина. Взбиваем несколько минут до однородного состояния. В яйца добавляем уже подошедшую опару. Все перемешиваем. В миску добавляем примерно половину муки и перемешиваем тесто. Я перемешиваю миксером с помощью насадок для теста. Первая часть муки уже вмешалась. Наливаем 200 мл сливок в 2 подхода. Сливки берем жирностью 20-30%. После сливок опять добавляем часть муки. Муку для теста желательно брать сильную. Выбираем муку, в которой больше всего белков. Количество белков указано на упаковке с мукой. Я использовала муку, в которой 10,3 грамма белков на 100 грамм муки, но желательно использовать муку с содержанием белков 12-13 грамм. Добавляем оставшиеся сливки. И в самом конце добавляем оставшуюся муку. Тесто перемешиваем, пока не вмешаем всю муку. Тесто получается не густым и липким. Все тесто перекладываем на стол. Берем 100 грамм сливочного масла комнатной температуры и вмешиваем его в тесто. Тесто с маслом вымешиваем руками примерно 15 минут. В конце насыпаем пол чайной ложки соли и тоже вмешиваем ее в тесто. Вымешиваем еще примерно 3-5 минут. Большую миску смазываем растительным маслом. Тесто кладем в миску и накрываем крышкой. Ставим на расстойку в теплое место. Я ставлю в духовку под лампочку. Если в доме холодно, то можно духовку включить на 20-30 градусов. Прошло 30-40 минут. Тесто подошло. Делаем растяжку теста. Руки предварительно можно смазать растительным маслом. 2 руками поднимаем тесто посередине, как бы вытягивая. Разворачиваем миску и опять точно так же вытягиваем тесто. Повторяем так примерно 4-6 раз. Опять накрываем тесто крышкой и ставим на расстойку. Вытяжку повторяем каждые полчаса 3 раза. 3 вытяжки теста уже сделали. Пока тесто снова подходит, берем подготовленный изюм и выкладываем его на бумажное полотенце. Сверху тоже промакиваем бумажным полотенцем. Если в изюме еще остался коньяк или чай, его нужно слить. Изюм должен быть напитанный влагой и сухой снаружи. Подготовленный таким методом изюм не будет забирать влагу из теста и при замесе равномерно разойдется по тесту. Тесто подошло, выкладываем его на силиконовый коврик, который предварительно смазываем растительным маслом.
Тесто распределяем руками в пласт. Высыпаем подготовленный изюм. Вмешиваем изюм в тесто. Кладем в миску и опять ставим на расстойку на 30 минут. Тесто подошло. Выкладываем его на стол. Разделяем тесто на части. У меня формочки для выпечки, рассчитанные на 300 грамм теста. Но так как тесто очень сдобное и тяжелое, я буду в каждую формочку выкладывать по 400 грамм теста. Берем часть теста и подминаем его так, чтобы сверху не было изюма, так как при выпечке он будет гореть. В итоге у меня получилось 4 формочки по 400 грамм теста и еще одна маленькая, в которую я положила оставшееся тесто. Формы ставим на расстойку примерно на 1–1,5 часа. Тесто в формочках увеличилось примерно в 1,5 раза. Все ставим в духовку разогретую до 170 градусов. Выпекаем приблизительно 45 минут. Первые 15 минут духовку открывать нельзя. Куличи будут готовыми, когда при проколе деревянной шпажкой она будет полностью сухая, без теста. Готовые куличи достаем из духовки и даем им полностью остыть. Теперь займемся украшением для куличей. В мисочку ломаем одну плитку черного шоколада. Растапливаем в микроволновке несколько раз по 10 секунд. После каждого раза перемешиваем. Будьте внимательны, не перегрейте шоколад. Также шоколад можно растопить на водяной бане. Как только большая часть шоколада растопилась, перестаем его нагревать и продолжаем перемешивать до однородности. Шоколад перекладываем в кондитерский мешок и отрезаем небольшой кончик. Берем емкость с очень холодной водой. Температура воды должна быть около 0 градусов. Чтобы ее так остудить, нужно поставить воду на 30 минут в морозильную камеру или добавить кубики льда. В холодную воду быстрыми движениями выдавливаем полоски из шоколада. Кондитерский мешок держим не у самой воды, а максимально высоко. Они практически сразу остывают в холодной воде. Вынимаем их и скручиваем руками гнездышко. Делать это нужно быстро, чтобы шоколад не успевал терять свои пластичные свойства, иначе он начнет ломаться. Кладем гнездышки на пергаментную бумагу, которая застелена на доске. Из 80-граммовой шоколадки у меня получилось 8 гнездышек. Ставим в холодильник на целую ночь, чтобы шоколад стабилизировался. После холодильника шоколадные гнезда можно брать руками, они прекрасно держат форму и не мажутся. Теперь приготовим яйца. Их можно слепить из покупной мастики, а можно мастику приготовить самому. Самая быстрая мастика готовится из желатина и сахарной пудры. В мисочку насыпаем пол чайной ложки желатина и наливаем 4 чайных ложки воды. Все перемешиваем и оставляем набухать желатин на 10–15 минут. Желатин уже разбух. Растапливаем его в микроволновке, нагревая по 10 секунд и перемешивая. В миску насыпаем 130 грамм сахарной пудры. Наливаем растопленный желатин. Сначала перемешиваем ложкой, а затем руками. Мастика получается мягкая и приятная на ощупь. Это количество мастики разделяем на 3 части. Каждую из частей окрашиваем пищевыми красителями в голубой, розовый и желтый цвет. Окрашенную мастику сразу же заворачиваем в пищевую пленку. С ней нужно работать быстро, а то она через несколько минут начинает подсыхать. Из каждого цвета мастики лепим небольшие яйца. Если видите, что яйца не держат форму, то добавьте еще немного сахарной пудры и перемешайте мастику. Такую мастику можно хранить в холодильнике. Для этого ее нужно плотно замотать в пищевую пленку. В следующий раз перед использованием ее нужно будет немного разогреть в микроволновке и размять руками. Из этого количества мастики у меня получилось по 6 яиц каждого цвета. Оставляем их на тарелке сохнуть при комнатной температуре. Готовим глазурь для украшения куличей. В миску наливаем 100 грамм белков, насыпаем 180 грамм сахара и добавляем щепотку соли. Все ставим на водяную баню. Дно миски должно касаться воды.
Смесь постоянно перемешиваем венчиком или ложкой, чтобы не свернулся белок. Нагреваем приблизительно до 50 градусов, пока не растопится весь сахар. Сахар растопился, снимаем миску с водяной бани. Сразу же начинаем взбивать миксером. После того, как крем частично взбился, насыпаем щепотку лимонной кислоты. Взбиваем до образования красивого гладкого крема, который держит форму. У меня на это ушло примерно 7 минут. Сразу после приготовления глазури наносим ее на куличи. Я предварительно достаю куличи из бумажных формочек. Эта глазурь прекрасно наносится ложкой и не течет. Она отлично подходит, чтобы замазать и спрятать все трещинки на куличах, даже очень глубокие. Сверху, пока глазурь не застыла, ставим шоколадное гнездышко. В него кладем подготовленные яйца из мастики. По бокам посыпаем цветной посыпкой. Оставляем на несколько часов, чтобы застыла глазурь. У меня они простояли целую ночь. Пасхальные куличи получились ароматными и очень вкусными. Нежный, слегка влажный мякиш так и манит его попробовать. Большое количество изюма делает кулич очень желанным для детей. Глазурь по этому рецепту получается мягкой, прекрасно режется и не липнет. Обязательно испеките по этому рецепту кулич. Это один из самых вкусных рецептов кулича, и я думаю, он вас тоже порадует своим вкусом. Если вам понравился рецепт пасхального кулича, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Они выходят каждый день. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.